Братцы, я приветствую всех и каждого. Как вам понравился предыдущий выпуск про светящиеся пороги? Один момент. Ваши просмотры и лайки. Лайки отсутствуют, а просмотры, которые вы делаете, вы проматываете видосы. Проматывая видео, статистика просмотров падает просто нереально вниз. Удержание аудитории – это очень важный показатель. Если он падает ниже 60%, все мои труды просто идут в мусорку. Поэтому, если тебе нравятся мои видео, проматывать их нельзя. Ребята, это единственное то, что от вас требуется. Нормально? Единственное, что вы можете сделать. Не-не-не, сделать они могут много хуйного. А вот то, что от них требуется, это вот это. Я думаю, мы с вами договорились и поняли друг друга. Что в коробке? Братцы, поворотный экран. Он у меня стоял больше 1,5 лет. Покупал я его с Алиэкспресса. Почему на него нету обзора на канале? Потому что есть ряд недостатков, и рекомендовать подобный товар я попросту не хотел. Основной недостаток поворотного экрана. Когда ты едешь, он издает небольшие вибрации, экран на очень плохих дорогах немного появляется люфт. Следующий момент. Он опускается ниже порядка на 6-7 сантиметров, и пользоваться зарядкой очень становится неудобно. Поэтому я не хотел это рекомендовать. 13,5 сантиметров. Что прислали Handshow? Наконец-то выпустили модернизированную версию, которая сохраняет высоту штатного экрана, и при этом не происходит занижение и якобы отсутствуют вибрации. Скорая. Это, кстати, ко мне едет, потому что вы настолько убили прошлое видео, проматывая его, что вот я вызвал, мне ж хреново стало. Зафиксируем, что мы имеем сейчас. У меня стоит с Алика. Посмотрим высоту, расстояние. Переместимся сейчас в другой автомобиль, где все в оригинале. Сейчас мы летим к моему коллеге. У него тоже Tesla. Экран оригинальный, никаких поворотов. Сделаем замер. 7 на 18,5. Он, кстати, купил эту Теслу по моему рефералу со скидкой 500 евро. Еще были какие-то дополнительные бонусы. Так, берем гранник. 2 болта. Еще один гранник. Еще какой-то. Да, и вот такой для болтов. Сюда. Теперь я должен залезть под низ. Это, кстати, датчик температуры салона. Видите, полный мат, полное сочетание с оригинальной вот кромкой экрана. Здесь же идет перлинка. Самый важный момент установки – это зайти в раздел «Безопасность» и отключить питание Tesla. 2 болта, которые нам нужно открутить. Вот здесь есть разъем в середине. Тут нужно быть очень-очень аккуратным, потому что, чтобы не потерялась гарантия на ваш экран, нужно этот разъем отделить. Вот работаем с этим разъемом сейчас. Нам нужно удалить защитный колпачок, убрать его отсюда. Вот так, поднимаем его. Проверяем перед отсоединением, что экран не светится. Да, экран не светится. И сейчас можно сделать отстыковку волокна. Экран отсоединен. Очень аккуратно нужно делать это действие, без лишних движений. Сейчас экран мы можем убрать. Отвертка на крестик, а у меня ее нет. Это интересный поворот событий. Telegram, Tesla Пират, комьюнити. Если есть Tesla, либо ты собираешься ее купить, если это твоя цель, присоединяйся к нам. Там находятся только владельцы. Ты получишь все ответы на свои вопросы, ну, либо мы ждем полезную информацию от тебя. Присоединяйся.
Вот она, разница действительно присутствует. Тут видишь, какой спуск идет отсюда до отсюда. А здесь этот спуск отсутствует, он идет вровень с этим кронштейном. Кстати, почему я хочу иметь поворотный экран и рекомендовать его вам? Потому что банально у нас центральный экран зафиксирован. Иногда, когда мы ездим, путешествуем, и солнце в определенном положении, когда садится либо восходит, мы можем ловить очень неприятные блики. Я думаю, вы с ними сталкивались, когда телефон пассажир ваш использует, либо он лежит просто на сидении, вы ловили эти зайчики. Так вот, от экрана происходит то же самое, иногда, редко, но это неприятно. Поэтому для того, чтобы передвигаться комфортно, мы индивидуализируем угол экрана, будем его менять влево-вправо и наклонную ось, в общем, в 4 плоскостях, насколько заявляет производитель. Это очень удобно. Лучше обратитесь к профессионалам за помощью, потому что накосячить очень довольно-таки просто. Если у вас нет опыта в разборке и сборке, будьте аккуратны, просите еще какие-нибудь 2 дополнительные руки, чтобы вам помогли. Примеряем без подсоединения, берем разъем, соединяем на место. Использовать нужно оригинальный инструмент, который идет в комплекте, потому что если вы примените другой инструмент, усилия будут другими, можно перетянуть, что-то сломать. Вот эти вот рычажки, они кажутся неудобными, короткими, но это специально, чтобы вы не могли сильное усилие чрезмерное приложить. При установке этого кронштейна стекло защитное уже должно быть установлено. У меня стоит глянец. Почему не поставил матовое? Потому что теряется разрешение экрана. Лучше всего глянец, как в оригинале. Если бы Tesla считала, что мат лучше, он бы от завода уже стоял. И только тогда мы делаем манипуляции с экраном, чтобы была защита. Кстати, жестче сидит гораздо, вот со всей силы его дергаю. Он еле-еле, значит, на неровностях. Вот, я бью. Отлично. Поворот, поворот. Вверх. Вниз, выставляем его по центру, делаем замер. Пацаны, было 13,5, вот тут мы были, сейчас у нас 17. Любой мужчина об этом знает. Большая разница, 13 и 17. Ребята, вот я вам и показал разницу между Алиэкспрессом и Хэншоу. За вот этот держатель я отдал 80, наверное, долларов примерно. Здесь этот экран с моим промокодом держатель будет стоить в пределах 100, по-моему, если я не ошибаюсь, может быть плюс-минус. В общем, немножечко дороже. Пластика, разница кардинальная в цвете, если сравнить с обратной стороной экрана. И суть этого кронштейна, в любом случае, чтобы получить регулировку плоскостей, вот этих вот, вынос должен быть. Вот предыдущий китайский кронштейн, вот он вставляется вот так вот в Теслу. Ровно 5 сантиметров у нас опускался экран вниз. Сейчас у нас эти точки находятся ровно параллельно со штатной высотой, но крепление самого экрана вынесено вперед. То есть наши точки теперь находятся вот здесь поближе. Вот о чем я говорю. Тут появился вынос вот здесь. Это неизбежно. Знайте все эти моменты и нюансы. Если они вам нравятся, они вам подходят, устанавливайте. Лично мне зашло. Давайте еще замеряем один момент. Экран у нас выставлен вот ровненько. Это я тоже хочу сравнить с оригиналом. Сколько у нас тут получается? 12. Ровно 12 сантиметров. Покажи, пожалуйста, рулетку. Я вот это расстояние тоже хочу замерить на оригинальной машине. Вы сейчас можете видеть, сколько от завода этот параметр. Ребята, уже 30 тысяч километров я на этой машине проехал. И вот эта вот тема, поворот экрана, еще раз говорю, защищает от бликов. Ваши близкие могут спокойно отдыхать, и их не будет отвлекать информация на экране. Хотя она особо и не отвлекает. И вот эта индивидуализация, да, то, что вы можете повернуть на себя, это офигенно. Кстати, бонус, ребята, у кого стоит пианино, вот здесь вот внизу из кнопок. Морган, привет! Где треки новые?
Этот проводок вы можете вот сюда в центр, в эту нишу спрятать и сделать подключение, чтобы вот эта сопля у вас не висела. Осталось только понять, можно ли использовать это крепление под пианино. Но об этом в следующих выпусках. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.